Добрый день, меня зовут Инна. Я даю уроки индивидуально по скайпу, уроки по иллюстратору, фотошопу и дизайну. И сегодня мы продолжаем тему, как сохранять файлы для веб. В предыдущем видео я рассказывала, в каких случаях используются JPEG и как это делать правильно. И в этот раз мы будем говорить о гифах и PNG. Это тоже форматы, которые были придуманы для того, чтобы сохранять изображения для веб-страничек, для веб-дизайна. И у них есть свои особенности, в отличие от JPEG. И в этом видео будет рассказано, как это делается, будет рассказано про оптимизацию, индексацию и как выбирать определенные те или иные настройки для сохранения. В прошлом видео я рассказывала о JPEG, поэтому опять я буду слегка сравнивать JPEG и GIF. Давайте посмотрим, значит, в каких случаях мы все-таки будем использовать JPEG, в каких GIF. Итак, я говорила, что для JPEG характерна непрозрачность и сохранение файлов достаточно пестрых. Тогда на них не видно JPEG-овского сжатия. А вот в таких изображениях, как логотипы, вы видите, здесь по краю появляются артефакты. Это как раз и есть проблема JPEG-ов. Вот это формат JPEG. И эта обработка изображений не подходит для равномерных заливок. Поэтому такие файлы, как логотипы, значки, не сохраняются в JPEG. Давайте посмотрим, как можно сохранить логотип в PNG и GIF. Для этого зайдем во вкладку экспортировать, файл экспортировать, сохранить для веб, старая версия. Я уже говорила, что там большое количество настроек, которые достаточно удобны для того, чтобы можно оптимизировать было картинку и индексировать цвета. Как раз в гифах и пингах оптимизация происходит за счет не сжатия, как у JPEG, а за счет индексации цвета. Итак, давайте, значит, первая картинка, первая часть этой таблички – это исходное изображение, да, как я уже рассказывала при JPEG. Второе, мы оставим наш JPEG для того, чтобы мы могли сравнивать, да, как происходит обработка. Поменяем его на GIF. И следующее окошечко мы поменяем на PNG. Вот. Таким образом мы видим, что в принципе и в JPEG, и в GIF, и в PNG мы можем достаточно хорошо сохранить картинку, но в чем тут суть? Обратите внимание на размер. Если в JPEG это 16,9 килобайт, хотя картинка достаточно маленькая, надо сказать, что она большого размера, слишком большого, если мы будем вставлять ее на страничку, то скорее всего там может быть шириной потребуется там 50 до 100 пикселов, не больше. То есть это маленький значок. А в гифах и пингах, посмотрите, эта же картинка весит всего 2 килобайта, а здесь и того меньше. В чем смысл этого всего? Давайте посмотрим. JPEG сейчас уже рассматривать не будем, потому что здесь все понятно. Мы просто за счет качества мы можем изменять размер этой картинки. Теперь давайте посмотрим, что мы можем делать в гифах и пингах. Почему я рассказываю о них вместе? Потому что одно из них общее свойство – это прозрачность. Мы можем сохранять прозрачность. Второе свойство, которое у них есть, это оба формата позволяют индексировать цвета. Что такое индексировать цвета? Это значит, мы можем уменьшить количество цветов в самой картинке. Почему необходимо это делать? Ну, собственно говоря, здесь всего использован белый, желтый и синий цвет. Зачем нам 256 цветов гаммы, если нам хватает всего 3 цветов для того, чтобы отрисовать эту картинку? Вы понимаете, да? То есть за счет количества цветов наша картинка имеет большое количество размеров. Теперь давайте смотреть, как это делать. Ну, остальные настройки здесь понятны. То есть это просто разные варианты обсчета. Да?
Самое важное здесь то, что если мы хотим сохранить прозрачность, мы должны поставить галочку «Прозрачность». И вот здесь вот уже там, где цвета, поскольку мы уже сосчитали, да, белый, синий, желтый, 3 цвета всего, давайте уменьшим количество цветов до, например, до 8. Наша картинка практически не страдает, то есть изменения практически не произошло. Он удалил лишние цвета, но посмотрите, все равно есть переходные цвета, такие как голубой, которого в принципе нету в нашей картинке, да, какой-то светло-желтый, который пошел по кантику. Он идет по кантику переходный, то есть более-менее с ярко-желтого на через бледно-желтый на белый. То есть есть переходная граница, которая таким образом обрабатывается. То есть он стал использовать голубые и желтые цвета. Их можно удалить. Итак, давайте теперь посмотрим, как же можно синдексировать цвета, как можно уменьшить их количество, при этом не потеряв в качестве, и очень значительно уменьшить размер файла. Но поскольку мы знаем, что у нас всего там 3 цвета, давайте сделаем до 4 уменьшим. Ну вот посмотрите, в принципе, файл уменьшился до 1 килобайта, 1,3, да. Файл значительно уменьшился. Здесь использовано всего 4 цвета. И, в общем-то, можем его дальше сохранить. Что еще характерно для GIF? Для GIF характерно то, что мы можем сохранять в нем покадровую анимацию. Давайте посмотрим на пинги. Итак, пинг 8 имеет те же самые свойства. Мы то же самое можем уменьшить количество цветов, индексировать и получить тоже какую-то оптимизированную картинку. В чем разница между гифами и пингами? В пингах не будет никогда покадровой анимации. В гифах будет покадровая анимация. Вот, пожалуй, и все. Еще один формат, который позволяет тут же сохранять, это Ping 24. Здесь не будет возможности индексации, но он будет сохранять прозрачность. Ну, такой промежуточный вариант. Что-то между JPEG и GIF. Вот, собственно говоря, и все. Здесь же мы можем уменьшить картинку как в гифах, так и в пингах. Мы можем уменьшить до того размера, который вам нужен. То есть, если это значок, это может быть там и 50 пикселов. В общем, вот такая вот штучка, козявка, которая будет. И здесь вы смотрите, оцениваете визуально. Вот сейчас у меня размер 300%. Если я поставлю 100, вот так будет выглядеть значок на экране при размещении его на веб-странице. Если слишком маленький, оставляйте чуть побольше. Пусть будет 100. Значит, он будет выглядеть вот так. Теперь давайте я еще хочу вам рассказать еще про одну вещь, что здесь связано с этими же сохранением. И мы посмотрим это на несколько другом логотипчике, вернее на значке. Я нашла в интернете вот такой значок. Вы видите, здесь, видимо, увеличивали резкость, и по краю пошли вот такие вот, такой кантик. Он с одной стороны делает картинку более резкой, с другой стороны добавляет в эту картинку лишние цвета. Давайте снова посмотрим, как этот файл экспортировать, сохранить для веб старая версия. И, ну, опять же, оставим изображение JPEG и сюда добавим GIF. И здесь сделаем PNG. Вот, смотрите, значит, у нас получается, что здесь тоже 128 цветов. Здесь он уже предлагает 4 цвета автоматически сам GIF. Давайте посмотрим, что будет при большем количестве. Неважно, что будет. Итак, здесь мы можем выбирать, да? То есть у нас значок идет в JPEG 28 килобайт, в GIF 5 килобайт и PNG 5 килобайт, что достаточно очень хорошо. Теперь давайте смотреть, здесь мы убираем. Значит, у нас всего здесь два цвета, белый и коричневый. Можно попробовать вот так вот и посмотреть, что у нас тут такое получилось. Ну вот получилось такой значок. В принципе нормально при условии, если, допустим, этот значок будет уменьшен, ну, будет более-менее нормально смотреться. Нормально, ненормально вам оценивать, да?
100% выставляем и смотрим, как это будет смотреться. Может быть маловато. Тогда добавляем другое количество цветов, делаем больше. И вот смотрите, по краю идет вот этот серый цвет. Может быть, от него надо избавиться. Вот в таком виде, наверное, с 3 цветами будет интереснее и лучше. Здесь смотрите сами, в зависимости от картинки вы либо добавляете, либо убираете цвета. Если вам не нравится, оставляйте. То есть здесь все на ваше усмотрение. Но вы понимаете, да, обязательно оцениваем, ставим 100% размер и смотрим, как картинка будет смотреться в целом. Итак, это что касается индексации. Теперь давайте посмотрим, как будет сохраняться картинка, если у нее будет прозрачный фон. Ведь, собственно говоря, если у нас картинка будет располагаться на какой-то цветной полосе, не на белой странице, то вот эти углы будут смотреться не очень красиво, поэтому хочется сделать этот значок на прозрачном фоне. Давайте попробуем. То есть возьмем, кстати, мне задавали вопрос, как быстро отделить фон. Так вот, при равномерных заливках можно пользоваться волшебной палочкой. Находим здесь волшебную палочку. Удаляем фон. Щелкаем волшебной палочкой на внешнем. Да, смотрите, у нас, значит, допуск слишком большой. Давайте сделаем допуск поменьше. Вот. Таким образом мы выделили и удалили заливку. Дальше можем снять выделение и идем теперь в сохранение. Экспортировать, сохранить для веб. Давайте смотреть. Значит, JPEG нам, естественно, закрашивает все тем фоном, который вы по умолчанию. Это белый фон. Если, допустим, вам нужно какой-то другой фон, вы можете его выбрать. Да, либо тут заказать. По умолчанию это будет белый цвет. Теперь, что касается гифов и пингов. Сейчас объясню, почему он так закрасил. Потому что ему мало цветов. Вот, я сейчас задала 32 цвета для GIF. И смотрите, здесь еще есть одна настроечка очень важная. Это подложка. Она написана «Показывать». У меня сейчас включена прозрачность. Если вы забудете, он вам закрасит подложкой. Какая это будет подложка, будет зависеть от того, какой вы укажете. Белый это или черный. Зачем это нужно? Ну, собственно говоря, либо вы ее делаете прозрачной, но подложка имеет на самом деле смысл. Включаем прозрачность. Если мы поставим подложку черную, то у нас она даст вокруг объекта даст как бы черный такой кантик. Почему? Зачем это происходит? Зачем это нужно? Вот эта настройка, она на самом деле имеет смысл, если ваша страница имеет какой-то цветной фон. И тогда, чтобы не было белого перехода такого, то есть если мы сюда сейчас включим, у нас будет здесь идти такой переходик по краю. Вот. Как бы сглаживание. И вот если вот в данном случае сглаживание идет из-за чего черное, потому что, скорее всего, тут опять повышалась резкость и был такой, и из-за резкости край стал более темным. Так вот, если мы уменьшим количество цветов и, допустим, подложка, вернее, цвет фона нашей страницы, например, будет какого-то другого цвета. Давайте сделаем зеленый. Вот. Вы увидите, что вокруг значка пошел зеленый переход. То есть он как бы создает вот этот вот кантик, чтобы сравнять линию перехода на зеленый фон.
если моя страница будет зеленым. Понятно это? То есть, если мы не предполагаем никакого перехода, либо мы не знаем, какого цвета будет страничка, то можно ее не показывать. Вот таким вот образом. Теперь смотрите, я уменьшила количество цветов до 8. Здесь есть цвета, которые не участвуют в нашем изображении. В частности, вот эти серые цвета и наверное, темно-коричневый. Ну вот 100% вот эти несколько цветов мы можем удалить. Они не хорошие. Вот. И еще обратите внимание, что появился вот такой вот цвет, он как бы с шашечками. Вот этот цвет, это наша прозрачность, это и есть прозрачность, это тоже цвет. Для компьютера это тоже цвет, просто он прозрачный. Ну и вот я бы вот еще, наверное, убрала бы вот по краешку. С одной стороны, эта линия, она добавляет четкости в значке, с другой стороны, она как бы и вроде как и не участвует. Можно попробовать посмотреть, да, в принципе, легко убирается и, в общем-то, и нормально. И оставляем значок. Вот он такой. Если мы его уменьшим, то есть мы сделаем его, например, нам нужно его сделать маленьким. Уменьшаем. Получается вот так. Только здесь выставляем 100%. Смотрим, как он будет смотреться. Вот и все. То есть здесь остается 3 цвета. Размер 755 байт. Вообще ни о чем. То есть такие вещи, как значки, булеты, мы все можем обрабатывать вот таким вот способом. В Пинго все то же самое, вся та же самая оптимизация, все делаете точно так же и сохраняете свою картинку в нужном вам размере. Не забывайте, что от размера тоже зависит. Если у вас картинка там 400 на 400 значок, смысла в этом нету, если он у вас будет маленький. Ну а теперь я с вами прощаюсь. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях. Я обязательно постараюсь на них ответить. Либо видео, либо просто каким-то советом. Не забывайте, что я веду уроки по скайпу индивидуально. Обучаю Photoshop, Illustrator и InDesign. И всем удачных дизайнов. Всего доброго. До свидания.